Привет, друзья! С вами Макс, и это канал «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. Сегодня у нас будет один необычный, интересный формат. Я планирую путешествие. Я хочу отправиться в путешествие. Или поехать в путешествие. Но мне нужно его спланировать. Мне нужно понять, куда я поеду, как я поеду, где я буду останавливаться и так далее. И в этот раз я хочу пригласить вас вместе со мной спланировать мое путешествие. Сейчас я переключусь на экран своего компьютера, и мы начнем планирование. Давайте посмотрим, куда я хочу поехать. У меня уже есть несколько идей. И сейчас я хочу немножко рассказать про мое будущее путешествие. Для этого мы сначала открываем Google карту, и я нахожусь сейчас в Буэнос-Айресе, в Аргентине, вот здесь. И я планирую путешествие на Пак-Крафте. Да, у меня уже было путешествие на Пак-Крафте по Патагонии. У меня даже здесь отмечены некоторые точки. Вот, например, вот в этом городе, называется Пьедра-дель-Агила, вот здесь вот я останавливался в отеле, а вот это, наверное, да, это автобусная станция, откуда я, возвращался. И все мое путешествие было вот примерно таким. Я начал вот здесь, в городе Сан-Карлос-де-Барилоче. Очень красивый аргентинский город. Я вам сейчас покажу несколько фотографий. Это так выглядит город. Там жили и живут немцы, или потомки немцев. Немцы туда приехали много лет назад, немцы, швейцарцы, и основали там город с такой интересной архитектурой немецкой. Но окей, если хотите посмотреть сам город, посмотрите. Сейчас хочу вкратце рассказать про мой прошлый. Мне все время хочется сказать трип. В русском мы используем слово трип. Я тоже привык его использовать. Оно короче. Путешествие длинно, поэтому часто мы говорим трип. Но окей, я буду говорить слово путешествие. Путешествие началось отсюда, из озера Науэль-Уапи. И по быстрой реке я сплавлялся 2,5 дня вот до сюда, до слияния двух рек. Вот. 2,5 дня я путешествовал по горам. Видео есть, можете посмотреть. Сейчас я планирую еще одно путешествие на Пак-Крафте. Вообще, я бы хотел поплыть больше на каяке, но у меня нет каяка. Конечно, каяк лучше подходит для этих целей, но у меня есть только Пак-Крафт. И я думал, куда мне поехать. Как видите, Аргентина огромная страна, и в Аргентине множество разных рек, но мне хочется именно в Патагонию. Но здесь я уже был. Вот это все место до города Неукен я проехал не автостопом. Вот здесь часть я проехал автостопом по дороге, потом часть на автобусе. В общем, здесь по этой реке я уже плыть не хочу. Эта река называется Лимай. Река Лимай. Я хочу поплыть по какой-то другой реке, и у меня появилась мысль сплавиться, то есть совершить путешествие на Пак-Крафте, каяке, да, сплав. Это путешествие по воде.
Глагол плавать, да, плавать, сплав, то есть путешествие на лодке, на каяке, на, не знаю, рафте, на пак-рафте. И я выбрал для себя вот эту реку. Практически ту же самую реку. Смотрите, здесь интересная тема. Давайте включим вот такой режим, может быть, будет понятнее. Здесь течет река Лимай, а вот здесь течет река Неукен. Обе эти реки начинаются в горах, в Андах. И потом эти реки соединяются в городе Неукен как раз. И эти две реки превращаются в другую реку, которая называется Рио-Негро, то есть Черная река. И Черная река течет вот так, вот так, вот так, вот так и впадает в океан. Это у нас Атлантический океан. Но вообще аргентинцы называют вот эту часть Аргентинским морем. Поэтому чаще люди говорят «море». Хотя, не знаю, даже здесь на карте такого моря нет, но это не важно. Можно сказать океан, можно сказать море, это не важно. Вот, река впадает в океан. И это все еще Патагония. Это Патагония степная. Как видите, большую часть Аргентины занимают степи. Степи разные. Есть, например, Пампа, зеленая степь, такая плодородная очень, там много коров. Ну, давайте посмотрим. Видите, здесь везде поля, везде зеленая трава. Вот, ну, красиво достаточно выглядит это место. Можно посмотреть как-нибудь вот так. Может быть, и нельзя посмотреть. Фотографий тут не очень много. Но не важно. Важно то, что много очень зелени, много травы. Это вот какой-то отель просто. Вот, да, вот, посмотрите. Вот так выглядит Пампа. Круглый год трава. Животные едят эту траву. И, в общем-то, основное, скажем так, производство говядины в Аргентине, оно как раз вот где-то на этой территории Пампы и происходит. Да? Здесь пасутся коровы или лошади. А есть часть степи, которая выглядит больше как пустыня, где нет зеленой травы. Ну вот посмотрите, вот так вот все выглядит. Какой-то мелкий кустарник, да, видите, маленькие кусты, песок, нет травы. И вот так выглядит большая часть Аргентины. И эта река как раз находится в такой степи. Однако, эта река находится в долине, да, можно, наверное, так сказать, долина. То есть, если мы смотрим на карту, то мы видим, что вот эта вот часть — это русло реки. Видите, здесь река течет вот здесь, вот Рио-Негро, Черная река, вот она течет. А вот это все тоже русло реки. Иногда река течет так, иногда, когда воды много, река может течь и вот здесь, а вообще... мне кажется, что раньше река была вот такой широкой. Тут сколько километров, я не знаю, где тут масштаб, 5 километров, километров 15 здесь ширины. Раньше река была большая. Это мое предположение. По крайней мере, мы видим, что вот здесь все, вот эти все места, где, видите, как интересно смотреть, где раньше текла река. Не знаю, может быть и сейчас течет иногда, но не важно. Важно то, что вдоль реки находятся зеленые участки. Видите, участки зелени. Здесь есть и холмы, здесь есть и острова. Посмотрите, вот река, и вот раз остров, 2 остров, 3 остров, 4 остров. И там растут деревья. И вообще пейзаж очень классный. Очень красиво. Поэтому я решил, что, скорее всего, я буду сплавляться по реке по Черной реке, по Рио-Негро. У меня был еще вариант Рио-Колорадо, что означает цветная река
да, или как раскрашенная, разноцветная река, да, Колорадо, как colored river. И она так называется, наверное, потому что у нее цвет такой, цвет, не знаю, глины, цвет песка, то есть она не прозрачная. Но это не важно, она все равно прикольная, но она не очень удобная. Она не очень удобная для сплава. Почему она не очень удобная? Потому что вдоль Черной реки идет дорога. Вот, посмотрите, дорога идет прямо вдоль Черной реки. Может быть, мы даже можем кликнуть на дорогу. Да, можем. И посмотреть, как выглядит дорога. Вот. Это вот степи. Видите, как выглядит степь? Сухая трава. Ну, иногда она зеленая, но в начале лета или весной она зеленая. Но сейчас осень, почти осень. Скоро будет осень, конец лета, и трава вся сейчас выглядит именно вот так. Вот. Кустарник, да, мелкий кустарник, то есть маленькие кусты. Ой, простите, у меня чешется нос. Я немного простудился, и поэтому иногда чешется нос, и иногда горло немножко болит. Вот, так выглядит дорога, и дорога идет вдоль всей реки. Это удобно, потому что я рассчитываю, что мое путешествие продлится примерно, не знаю, ну где-то 4-5 дней, не более 5 дней. А расстояния здесь достаточно огромные. И поэтому мне нужно иметь возможность закончить путешествие раньше, чем река впадет в море. Ну, например, если я начну отсюда, из городка, который называется Хенераль Конеса, то до океана будет где-то 200 километров по реке. Это очень много. Средняя скорость Пакрафта, я, правда, не знаю, я не знаю скорости течения реки. Я не знаю, насколько быстрая река здесь. Когда я сплавлялся вот здесь, начинал, где горы, то там течение было очень быстрое. И я плыл быстро. Но здесь течение, скорее всего, медленнее. Я не знаю, насколько. Поэтому я прикидываю, что скорость моя может быть где-то 3 километра в час. Вот. 3,5 километра в час. Я рассчитываю так. Если я смогу плыть быстрее, окей. Но надо быть готовым к 3 километрам в час, как максимум. Поэтому, чтобы проплыть 200 километров, мне потребуется, 7-8 дней. А может быть и больше. На Паккрафте. На каяке я бы смог проплыть за 5 дней. Точно. Может быть, даже за 4 дня. Но на Паккрафте нет. Поэтому мне нужно определить, где начнется мой маршрут. И, скорее всего, он начнется вот в этом городке. Хенераль Конеса. Почему в этом городке? Потому что до этого города или городка можно добраться на автобусе из Буэнос-Айреса. Сюда, в этот городок, ходит автобус. А вот сюда, например, вот в эти маленькие городки, автобус уже не ходит. То есть ходит, но какой-то другой местный автобус. В общем, сюда сложнее добраться. И мой план пока такой. Я приезжаю в этот город, затем я начинаю сплав, и я сплавляюсь по Черной реке. Я сплавляюсь, и когда я понимаю, что уже прошло 4 или 5 дней, и я не добрался до города Бьедма, вот город Бьедма, это
очень интересный город, обязательно сниму там видео. Вообще тут два города. Два города, которые разделены рекой. Один город называется Бьедма, а другой город называется Кармен-де-Патагонес. И город Бьедма раньше был столицей. Ну, он как бы и сейчас... Ну, я не знаю, сейчас он считается ли столицей Патагонии, но раньше это была столица Патагонии, город очень красивый, очень много архитектуры интересной, и в Кармен-де-Патагонес тоже много еще колониальной архитектуры, то есть такой город, ну, посмотрите, похож на такой европейский городок, видите, с церковью, в общем, красиво, правда? Река. В общем, это финальная точка маршрута. И здесь, в этом городе, я планирую встретиться с моей женой Юлей, которая позже приедет сюда с Сабриной. То есть сначала я приезжаю в Хенераль-Канесу, сплавляюсь по реке. Когда я понимаю, что 5 дней прошло, я выхожу на дорогу и, скорее всего, автостопом еду в Бьедму. Точно так же автостопом я возвращался из прошлого путешествия. Здесь тоже вдоль реки была дорога, и когда я доплыл до слияния рек, то я вот здесь... Я даже помню, вот здесь вот я закончил путешествие, вот здесь я вышел на дорогу и начал стопить, да, то есть ловить машину. Начал стопить машины, и уже через несколько часов я добрался до города Пьедра-дель-Агила. Где он здесь был? Ну, я вам его уже показывал, вот здесь. Классное было путешествие, мне понравилось. Поэтому я планирую сделать то же самое. Но мне надо понять, давайте вообще посмотрим, как выглядит эта река. Потому что, ну вот, я вижу здесь, что река, да, течет река, все классно. Видно, что мало каких-то сложных порогов. Видите, цвет воды одинаковый. Нет, как это называется, порогов, да, такой белой воды. Мы не говорим белая вода, но она действительно белая. Если смотреть, то вот здесь, например, нет, это остров. Давайте приведу пример. Если мы, например, смотрим вот здесь в горной части, то мы видим, что река, она вот черная, да, то есть нет каких-то препятствий, но в некоторых местах, например, вот здесь есть камни, а в некоторых местах, сейчас я вам покажу, что я имею в виду. Так, надо, видимо, еще пролистать. Может быть, не знаю, может быть, на карте на этой плохо видно. Ну, в общем, да, не знаю, здесь плохо видно. Но вот такие места. Вот, видите, видно, что здесь течение сильное, здесь есть какие-то камни. И вот это сложный участок. Это сложный участок реки. Но не очень сложный. А есть, например, вот такие, посмотрите, участки. Вот, где вода просто бурлит, посмотрите, видите? Вода очень бурлит, и вот здесь, например, очень сложно было бы плыть. Вот, посмотрите, течение просто невероятное. Вот, видно камни. Вот это сложный участок, и здесь нужно быть аккуратным. А в этой части реки таких моментов нет. Я вот... Только что мы посмотрели, здесь таких участков сложных нет. Ну, вот здесь тоже есть как будто бы течение, но это, скорее всего, это, друзья, ветер. Это ветер. Видите, такая мелкая рябь. Мы называем это рябь. Такие маленькие волны. Это, скорее всего, от ветра. Это не что-то опасное. Вот. Здесь нет каких-то больших перепадов, каких-то сложных... Ну, везде есть сложные моменты всегда. Вот здесь, например. Возможно, здесь есть какие-то камни. Здесь надо быть осторожнее. Но я потом сделаю себе какие-то пометки
да, пометки, например, как-нибудь вот так, да, можно, наверное, нет, так нельзя. Ну, тут можно либо в этом приложении, либо в другом поставить точку и отметить, что здесь может быть какой-то опасный участок, нужно быть осторожнее. Я это обязательно потом сделаю. Но в общем, река мне нравится. Единственное, сложно посмотреть, как она выглядит. Ну, можем посмотреть, например, вот здесь есть кемпинг. Давайте посмотрим на кемпинг. Скорее всего, там будут фотографии воды, не только кемпинга. Давайте посмотрим. Кемпинг. Так, давайте вот так посмотрим. Вот муниципальный кемпинг. Вот, например. Ага, вот, посмотрите на реку. Река достаточно широкая, но достаточно спокойная. Вот мы видим, что она спокойная. Вот здесь тоже видно, что течение есть, но оно не очень сильное. Вот здесь тоже видно, вода спокойная. Это хорошо в плане, ну, что не так сложно будет плыть, безопаснее будет плыть. Но проблема в том, что, возможно, я буду плыть очень медленно. Если течение совсем маленькое, то я буду плыть медленно. Но места красивые, согласитесь. Места очень красивые. И как раз, друзья, сейчас же, когда я поеду, это будет где-то 2-3 апреля, уже будет осень. Возможно, цвет деревьев будет как на этой фотографии. Возможно, деревья уже начнут желтеть. Но это не точно. Я не уверен. Удастся мне увидеть золотую осень или не удастся. Я еще люблю приложение, которое называется Google Земля. Google Земля — обалденное приложение. Там можно посмотреть фотографии. Там есть фотографии, которые оставляют люди. Давайте сейчас запустим это приложение и посмотрим на эту реку в приложении. Вот у нас Хенераль Конеса. Вот здесь есть какие-то фотографии. Давайте посмотрим, что это за фотографии. Нет, это просто какой-то дом. Да, фотографий-то, кстати, здесь мало. Ну, да, вот здесь, например, можно посмотреть в самом начале, как выглядит река. Прозрачная, чистая. Ну, я уже видел эту реку, я проезжал мимо на автомобиле. Река чистая, река хорошая. Ой, какая красота, посмотрите. Закат, вечер. И видно, что река достаточно спокойная. Течение не такое сильное. Поэтому, 3 километра надо рассчитывать как максимум. 3 километра в час. Давайте попробуем найти еще фотографии. Так. О, вот фотография. Так. Ага. Ой, это что такое? А это местные жители, смотрите. Местные жители. Кабаны. Так, хорошо. Хорошо, вот еще, например, мост. И здесь это не мост, это переправа. Видите, переправа. Здесь можно переправиться на другой берег. Даже, наверное, можно переправить автомобиль. Да, автомобиль. Вот на такой штуке. Интересно. Ну да, видно, что течение есть, но не очень сильное. Это хорошо. Вот еще фотография. О, снова местные жители, какие-то птицы. И снова видно реку. Да, кажется, что течение не очень сильное или не очень быстрое. Можно и так сказать. Ой, еще, смотрите, животные. Это лошади. Хорошо. В целом я доволен. Надо только понять, какое расстояние от Хенераль Конеса до города Бьедма. Может быть, я смогу проплыть это расстояние. У меня есть отличный инструмент. Есть такая штука. Так, где у меня вкладка Аргентина?
Пакрафт Патагония. Называется B-Router. brouter.de. Это очень классный сервис, который позволяет измерить расстояние по реке. Ну, согласитесь, вот здесь вот это вот 10 километров, да, вот эта часть. А по реке эта часть, это уже больше, потому что река идет зигзагами. Поэтому нужно понимать, сколько километров по реке, и этот сервис позволяет это сделать. Давайте попробуем, давайте посмотрим, где у нас Хенераль Канесса. Я так предполагаю, что здесь, да. Вот, например, я начну, ну, где-то здесь, неважно. И, ну, давайте поставим точку вот здесь, хотя это не обязательно. И город Бьедма. Вот это мой пункт назначения. Итак, сколько? 201 километр. Ну, как я и говорил, 200 километров. Так, только почему-то он сделал маршрут через какой-то канал. Давайте сделаем по реке. Вот здесь я поплыву, и теперь вот здесь. Отлично. Да, 215 километров, понятно. 215 километров. Ну, давайте даже попробуем. Давайте попробуем. Давайте попробуем точно посчитать. Если мы 215 километров разделим, ну, представим на 3,5 километра в день. Нет, в час. Подождите. 3,5 километра — это в час, правильно? Нет. Подождите. Стоп. Это не скорость, наверное. Подождите. Я не помню. 3,5 — это сколько ты можешь... Нет, конечно, не за день. Это в час. Правильно? Это в час. 3,5 километра в час. Значит, я неправильно считаю. Если предположить, что я буду плыть каждый день, ну, например, по 6 часов, да, 6 часов, то мы 6 умножаем на 3,5, ну, на 3,5, например. И это то расстояние, которое я смогу пройти за день. Так, 6 часов, 3,5 километра в час. Значит, получается, в день я могу пройти 20 километров. Да, все правильно, все правильно. Я помню, что где-то 20-25 километров в день. Ну, от 20 до 30 километров в день можно пройти. Хорошо. Можем даже предположить, что 25 километров в день я могу пройти. И мы делим 215, делим на... это общий маршрут, делим на 25, то есть сколько я могу пройти за день, и получим количество дней. Вот 8 дней с половиной мне понадобится, чтобы пройти это расстояние. Не пройти, а проплыть. Ну, это много. Это много. Это много. У меня есть максимум 5 дней, поэтому нет. Конечно, не получится. Проблема в том, что я не могу начать путешествие раньше. Я не могу начать путешествие, например... Давайте вернемся к маршруту. Я не могу начать путешествие вот с середины, потому что, ну, мне тогда придется брать такси, какой-то автомобиль искать в Хенераль Канесса, проезжать часть пути и потом уже плыть. Наверное, лучше начать в Хенераль Канессе и уже сплавляться, и потом просто выйти на дорогу и доехать автостопом до Бьедмы. Я думаю, что так будет лучше. Так, а давайте посмотрим, есть ли вообще какие-то варианты остановиться в Бьедме. В Бьедме. В Бьедме-то точно есть, это большой город. А вот Хенераль Канесса очень-очень маленький городок. Так, ну видно, что здесь есть какие-то отели. Угу. О, смотрите, отель «Добранич», отель «Спокойная ночь». Почему-то отель в Патагонии называется на украинском языке. Может быть, потому что
потому что его основали украинцы, которые когда-то переехали в Аргентину. Мое предположение. Да, прикольно, прикольно. Блин, а этот отель свободен? Можно посмотреть? Вот у меня как раз стоят здесь даты, 2-3 апреля. Давайте проверим, можно ли остановиться. Ага, понятно. Да, к сожалению, мы не можем посмотреть. Нужно искать номер этих людей, писать им в WhatsApp или куда-то еще. Ну, да, неудобно. Конечно, неудобно, но я попробую. Давайте посмотрим другие отели. Вот, апарт-отель Эль Инхенио. Давайте посмотрим отель Инхенио. Так, цены. Ага, цен нет. Посетить сайт. Давайте посетим их сайт. Так, ага, а это Booking. Booking. И где наш отель? Это уже Барилоче. Это тоже Барилоче. Так, давайте попробуем найти по названию. Вот, блин, почему так должно быть сложно? Почему это должно быть сложно? Понятно. Окей, опять нужно искать где-то номер WhatsApp. Надеюсь, хоть номер... Ну да, окей, номер есть. Надо будет им писать. Это что за сайт? Это тоже Booking. Ссылка на Booking. Окей. Не знаю, почему так сложно сделать какую-то автоматическую систему. Так, вот еще есть какие-то квартиры. Квартиры обустроенные, да, с удобствами. Давайте посмотрим, как они выглядят. Ну, выглядят отлично. Я бы сказал, шикарно. Вообще супер. Но можно ли будет их забронировать онлайн? Facebook.com. Так, нет, ну на Facebook я сейчас точно не буду заходить. Это значит, нужно писать им в Facebook. Окей. Варианты есть. Надо просто писать, ждать ответ, наверное. В общем, окей. User experience никакой. Я не знаю, ну как это сказать. Удобство пользователя. Удобства для пользователя абсолютно нет. Но ладно. Мы люди непривередливые, поэтому будем писать, будем искать. Варианты, кажется, есть. Это будет не сезон, поэтому... Кстати, смотрите, а еще есть какой-то... Так, это офисина. Где-то я видел здесь кемпинг. Вот, еще есть, кстати, кемпинг. В целом можно дойти до кемпинга. Сколько здесь идти? Где у нас автобусная остановка? Давайте посмотрим. Вообще, автобус-то в Хенераль-Канес, ну, точно должен ходить. Давайте посмотрим. Это будет терминаль де омнибус. Давайте попробуем вот так. Вот. Ага. Давайте посмотрим, сколько мне нужно будет идти. Отсюда... Стоп, дорогой. Не так быстро. Так, значит, direction from here. И указываем... как он называется? Так, кемпинг вот этот? Да. Итак, 9 минут на блин. 48 минут пешком. Ну, как-то неудобно, друзья. Я вам скажу, неудобно. 40 минут пешком. Кажется, это плохой вариант. Так, а до отеля, значит, будет половина пути. Ну, 20-22 минуты. Нормально. До отеля можно дойти. Окей, то есть в пределах 20 минут будут отели. Хорошо. Так, ну и давайте тогда проверим эти билеты на автобус. Есть сайт платформа 10. Платформа 10. И вот здесь я уже проверял, что автобус есть. Давайте еще раз убедимся, что автобус точно идет туда. Значит, из города Буэнос-Айрес.
в Хенераль-Конеса, провинция Рио-Негро. Провинция называется как и река. Так, отправление 2 апреля. Обратный билет не нужен. 1 пассажир. Искать. Искать билеты. Так, это что получается? Это 1 только автобус, да? А если 1 апреля... Тоже 1 автобус. И 3 апреля, скорее всего, тоже будет 1 этот автобус. Простите, нос чешется. Так. Получается, только 1 опция есть. 1 автобус. Так, загружается долго. Причем автобус... А как автобус идет? Давайте посмотрим маршрут автобуса. Так, вот где наш Хенераль-Конеса. Вот здесь. Отлично. А до этого идет Рио-Колорадо и Баия-Бланка, большой город. Окей. Стоит 90 тысяч песо. Это где-то $80. Ну, недешево, я вам скажу, недешево. Но это, правда, вот «кама экзекутиво» означает, что у тебя кровать будет у тебя кресло будет раскладываться полностью в кровать. То есть это удобно, это удобно. Это как бы, ну, самый такой комфортный вариант. $80, окей. 15 часов в пути. Я обожаю. Аргентина, как и Россия, огромная страна. Ты всего лишь проехал вот там где-то треть, даже меньше трети страны. И потому что страна-то вот отсюда идет. И 15 часов. Круто. 15 часов. Но проблема в том, что я приеду в 2 часа ночи. В 2 часа ночи. И я не смогу ночью сразу поплыть. Мне нужно будет точно остановиться в отеле. И нужно будет, чтобы меня смогли заселить. Да, чтобы меня... Так, это город Неукен, это не то. Мне нужно, чтобы меня в 2 часа ночи смогли заселить. То есть что мне нужно делать? Мне нужно писать в WhatsApp этим отелям и спрашивать, есть ли свободные комнаты, есть ли свободные номера, и писать, смогут ли они меня заселить в 2 часа ночи, или смогут ли они меня принять в 2 часа ночи, зарегистрировать не то, да, смогут ли они меня заселить в 2 часа ночи. Ну вот как-то так, друзья, такой план. Что ж, друзья, кажется, что маршрут построен. Мне нужно будет только еще купить продукты, какие-то вещи в дорогу, собраться. Я сниму еще один влог, чтобы вы могли посмотреть, как это выглядит, как я собираю вещи в путешествие. Ну и, конечно, я буду снимать само путешествие. Если вы хотите получать транскрипции для моих подкастов, для моих видео и разные дополнительные материалы, присоединяйтесь к membership программе, ссылка внизу. До встречи в следующем видео.